Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на август 2023 года. Посмотрим и проанализируем, с какими энергиями вы будете завершать лето и с какими событиями будете входить в осень. Сегодня мы с вами работаем с колодами Викторианское романтическое Таро, а также Ленорман Золотого века. Подумайте о тех событиях, которые вы себе запланировали на этот период, и мы с вами сопоставим и сравним, будут ли они по сути осуществимы. Так, приступим. Смотрим все сферы. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы все перед вами. Приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан Колесница. Это движение вперед, это новые возможности, это много поездок, путешествий, у кого-то может быть смена места жительства. Это акцент, знаете, как жить в движении. Не могу сказать, что в хаосе, но действительно будет много задач, которые перед вами стоят. Здесь для кого-то решение вопросов, связанных с автомобилем. Не могу сказать, что здесь идет речь о покупке, скорее всего, вопросы продажи, да, потому что Паш Пентаклей — это как получить выгоду. Поэтому, если вы планировали себе такой событийный ряд на август, то все должно у вас получиться. Но, конечно же, мы с вами все равно обозначим, в какой из сфер жизни этот аркан будет наиболее значим. Ну, мы смотрим, здесь падает еще аркан Маг. Итак, Колесница и Маг. Ну, это решить вопросы, связанные, допустим, с отправкой каких-то грузов, товаров, посылок. Особенно, допустим, если ваша деятельность с этим связана, и вы в это вовлечены. Дальше. Сдать на права или пересдать на права, если вы, допустим, не сдали своевременно. Решить вопросы, то есть получить, допустим, официальное разрешение на выезд. Или там остаться в другой стране, то есть вид на жительство. Потому что эти карты предполагают, как решить вопросы с переездами, с поездками, с путешествиями. Но в целом эти карты говорят на поездку на какой-то там симпозиум, конференцию. То есть это, знаете, как совместить приятное с полезным. То есть и отдых, и совмещение по работе. Но и еще, если вы здесь планировали посетить какие-то авторалли, может быть, музей автомобилей, то август вас тут непременно порадует какими-то инновационными вещами, либо, допустим, наоборот, то, что связано с раритетом. Но вообще, в целом, еще эта дуада очень часто говорит о планах и целях купить себе какой-то быстрый автомобиль. Не обязательно гоночный, но, допустим, тот, который, знаете, как идет по каким-то вашим убеждениям, вот то, что вы себе запланировали. Это, знаете, как выстраивать себе план, как же это авто приобрести. В августе я вам этого делать не советую, потому что у нас еще идет ретро-Венера. Вы можете быть недовольны покупкой. Лучше это делать у нас после 15 сентября, когда завершится и ретро-Венера, и ретро-Меркурий. Вот тогда действительно будете довольными. Продавать можно, покупать нежелательно. То, что касается работы, работы, бизнеса, карьеры, у вас здесь ложится десятка пентаклей. Но стабильность. Для многих это либо увеличение оклада, либо продвижение по карьерной лестнице, но карта здесь показывает, что ощущать себя будете более чем комфортно. Для тех, кто у нас работать не может, то есть неработающие пенсионеры, мамы в декрете, домохозяйки, либо, может быть, неработающие студенты. Арканы говорят о том, что здесь десятка пентаклей и умеренность – это быть на попечении членов семьи. То есть, по сути, будет на кого опереться, ситуация вас будет устраивать. Дополнительных источников дохода здесь вы искать не будете. Если же вы все-таки у нас соискатель, то паж чаш и с десяткой пентаклей – это устройство либо в частную какую-то, допустим, в частном порядке в семью какую-то, будут там присматривать за детьми, либо помогать, или же работа младшим специалистом в крупной компании. Поэтому здесь тоже у вас продуктивный период. Если же вы у нас наемный сотрудник, десятка пентаклей, рыцарь пентаклей, здесь пока нет изменений, ну, именно в плане карьерного роста, но индексация заработной платы, премии, бонусы, какие-то надбавки здесь вполне могут быть, потому что здесь по этим арканам это получить для себя новые возможности, новые ресурсы. Если же у вас свой собственный бизнес, десятка пентаклей и паж жезлов – это акцент на вложение в ваш персонал.
будь то, допустим, вы, не знаю, там форму им приобретаете, работаете над сервисом, который предоставляет вам персонал, потому что это вложение в имидж вашего бизнеса, вашей компании. То есть здесь уже не просто получать прибыль, это, знаете, как работать над именем, над известностью, потому что паж жезлов — это, опять же, сплетни, пересуды, разговоры, это публикации в СМИ, поэтому здесь, чтобы о вас говорили с лучшей стороны. Так, смотрим финансовую сторону, что у вас здесь. Финансовая сторона вопроса, 7 чаш. Ну, смотрите, здесь крупный улов. Реализация мечты. Посмотрите, вот сколько вы здесь наловили. То есть получение денег из нескольких источников. Ну, допустим, стандартная заработная плата, плюс кто-то вернул долг или какие-то выплаты, какие-то там дотации. То есть у вас здесь денег достаточно и на реализацию мечты, и на то, чтобы отложить, на что-то накопить. Поэтому здесь само по себе все прекрасно. Вопросы здоровья по пажу мечей требуют здесь диагностики. В первую очередь это касается ситуации, когда вас что-то беспокоит. Ну, например, вроде бы периодически там ноет зуб, но не критично, и вы как бы откладываете в долгий ящик, то вот здесь карта показывает, что не откладывайте, нужно заняться этим вопросом. Или там падает зрение, или там где-то колет, где-то тянет, то есть диагностика прежде всего, потому что вы понимаете, что если отложите, вам это встанет потом в большие ресурсы и придется потом приложить немало усилий для того, чтобы решить проблему. Поэтому решайте проблемы по мере их поступления. Вопросы личной жизни. 8 чаш. По 8 чаш, что могу сказать? Это либо период, когда вы разочаровались в партнере или в партнерше, ситуация может быть отдаления и разрыва, или же переживания. Ну, допустим, вы можете находиться на расстоянии, или же просто споры, конфликты и непонимания, которые могут привести к такой напряженной ситуации. Так ли это? Мы сейчас с вами просмотрим. Так, для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, что же у вас здесь? То здесь по 4 жезлов это то, что, допустим, ваши родственники, ваша семья как бы не дают вам спокойно вздохнуть, и вы не можете, в принципе, здесь с кем-то даже познакомиться и выстраивать отношения. Или, допустим, если вы и кому-то представляли кандидата или кандидатку, то, допустим, ваши близкие категорически против тех кандидатов, которые вы себе выбираете. Здесь кручинится ситуация, что нет на текущий момент стабильности, нет вопросов построения стабильного союза, потому что здесь мешает вам ваше окружение. Увы и ах, но это так. И если смотреть ситуацию для тех, кто в любовных треугольниках, то 8 чаш и дурак — это хоть с сожалением, но уходить в новый этап жизни. Не обязательно к новому человеку. Ну, вы, допустим, понимаете, осознаете, что, ну, знаете, ситуация здесь глупости, инфантильности, отношения не приносят никакой стабильности. И вот даже посмотрите, сейчас объясню вам значение этого аркана влюбленный, потому что здесь несколько арканов в этой колоде. Это ситуация, когда вы сконцентрировали все свое внимание на второй половине, а они смотрят не на вас, они смотрят в другую сторону. Они ищут лучший вариант. Чтобы, вот знаете, не оказаться в таком проблемном моменте, в проблемном вопросе, это сразу расставить точки над «и» и отказываться от тех людей, которые отказываются от вас. Если же вы у нас в стабильных союзах, давайте посмотрим, что здесь будет. У вас здесь 8 чаш и влюбленный. Вот то, о чем я вам говорила, что в колоде несколько арканов. Вот здесь вопрос единения, целостности. Здесь у вас может причинить ситуация ссор, конфликтов, либо непонимания. Сейчас я хочу прояснить, в чем тут проблема, что вас здесь так беспокоит. Ну по 6 жезлов здесь ситуация, что вы можете быть на расстоянии. Потому что здесь это может быть связано с геополитической ситуацией, либо там кто-то из вас уехал в командировку, неважно, да, там, либо по каким-то делам, это переживать, что между вами расстояние, которое вы пока не можете преодолеть. И если смотреть ситуацию совета и рекомендаций, 10 мечей. 10 мечей — это не то, чтобы, знаете, как лечь и умереть. Нет, ни в коем случае. Смотрите, здесь вот волна обнимает, да, вот человека, который, по сути, уже совсем простился и думает, что это уже все, конечная ситуация, он утоп. Но по факту его прибило к берегу. Так, когда вы думаете, что все кончено, начинается как раз самый важный этап в вашей жизни. То есть здесь не опускать руки. Здесь, знаете, как не пускать ситуацию на самотек. Все, я ничего не могу исправить, ничего не могу сделать. То есть здесь не мириться с
с какими-то событиями, которые вас выбивают из колеи. Вот видите, по 7 мечей. Обойдите их по-другому. Схитрите, будьте умнее, и у вас все обязательно будет получаться. Единственное, что в плане совета и рекомендаций здесь может быть поставить жирную точку в союзе, в отношениях с теми, кто относился к вам предательски, либо неискренне и честно. Вот тогда с такими людьми вам стоит попрощаться. Смотрим с вами неожиданность периода. Что здесь по факту? Что же у вас здесь? Звезды, корабль, коса. Тут книга. Сейчас хочу дотянуть, что здесь на корабль. Так. Арканы перед вами. Надеюсь, они вам хорошо видны. Значит, здесь может идти резкое изменение ваших планов относительно поездки, переезда, смены места жительства. В каком ключе? Не с позиции, что вы от них откажетесь, но здесь может идти смещение сроков. Потому что здесь идет как некое изменение договоренности. Например, резкий отъезд или неожиданное прерывание командировки. Вас там вызывают обратно. Как я говорила, возможно, к сожалению, поломка автомобиля. То есть вам нужно будет заниматься ремонтом. Ну, а в целом это как резкая перемена планов. Единственное, что вот по поводу поездки, да, будьте осторожны, потому что здесь, возможно, внезапная поломка, и это может в свою очередь поломать ваши планы. Но основной момент здесь, карты говорят о ситуации как смены каких-то договоренностей. И если это касается взаимоотношений, то на отношения будет влиять расстояние. Вот такая здесь ситуация, вот такой расклад. Что ж, надеюсь, что информация, которую я вам озвучила, будет вам во благо, что у вас отыграются только исключительно положительные события. Вы, конечно же, в свою очередь напишите мне, дайте знать, как они у вас отыграются, скажем так, в реальности. Буду вам признательна за ваш энергообмен. Я, в принципе, благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии, которые помогают в продвижении канала, за ваши донаты. Поэтому с вами я не прощаюсь. Обязательно услышимся в следующих видео. Вам приятного месяца!